Простите, Давай так. госпожа, но даже Типа, знаешь, лучшие наряды мы меркнут в сравнении с вами. сливки Следи общества. за тем, что говоришь, Ты мутант. чё, сука? И всем привет, с вами Игорь, это канал The Cosplay, мы продолжаем играть в Ведьмак первую часть. В прошлой серии мы... Где они меня? Заткнитесь. В прошлой части мы здесь избавились от наркокартеля или что-то в этом роде. Я за кадром еле нашел этих контракты на фледеров, я их еле нашел, еле убил. Почему-то вот в последнее время сложно стало всех убивать, потому что они очень стали сильные. Надо подойти к ней. Вон, видишь, как бедром вертит. Она прям ждет, что я к ней подойду, чтобы ее любимого расколдовать. А сама тем временем вон что делает. Приветствую. Вижу, Здравствуйте. тебе удалось остаться в живых. Иерофант смысле? раскрыл мне тайну лечения от ликантропии. Но мне нужно знать имя твоего возлюбленного. Нет уж, ведьмак. Я не расскажу тебе о моем мужчине. Ну иди Пусть нахер лучше тогда. остается оборотнем. Будем Ну, надеяться, твоя иди в верность жопу. не станет ему приговором. Погляди, сначала говорит, я тебе все расскажу, только помоги, а теперь я тебе не скажу. Ну иди нахер, ты не скажешь, и мне не надо. Смотри, как хорошо в жизни случилось. Так, мне нужно идти уже на купеческий квартал. Там куча заданий, по сути, надо сдать. Это контракты всякие, вот, которые у меня здесь завалялись, которых я еле нашел. Так, кстати, вот, да. Пойдем сначала контракты сдадим. Потом задания в храмовом квартале, вроде бы их нету больше. По крайней мере, вроде бы все выполнил. А вот там как раз таки есть. Вот и пойдем в купеческий квартал выполнять задания. Там надо и Трис помочь зайти, там, ну, по заданию, что не хочет ли она моей помощи. Конечно же хочет. Просто она сказать об этом не хочет. Так. Долгие прогрузки. Итак, идем. Я здесь так и никого не нашел. Ну, здесь же должны быть кто-то. Я с чужаками не разговариваю. Здесь одна, кстати, Иногда была мне вот такая хочется вот, стать говорит, беспечной. ты хочешь, типа, чтобы я прыгнула к тебе? Он такой, я такой, возможно. Ты, может, хочешь, чтобы я отдалась, типа, в похоти? Я говорю, ну, возможно, да. И она такая, а нет, иди-ка нахер. Чудовище? Чудовище. Наверное, я перееду в монастырь. Кого мне идти? На что уставился? Слухи и домыслы. Ладно, Обожаю ходить на ярмарку. мне. и глазеть Может, на кто-то феечек. встретится еще, просто не встречается Я никто. позову стражу. Да иди в сраку тогда, в стражу она позовет. Я вообще стражей на ты, понятно? Так, а дозорная башня. Мне туда идти. Пойдем в дозорную башню. Сейчас ходим в дозорную Купцы с башню. рынка жалуются на нехватку дерева из леса на болоте. Беловолосый, не скрою. Что-то в тебе есть. Ну так пойдем куда-нибудь к тебе. Я покажу, что у меня есть. Так, вот она, башня дозорная. Я здесь лазил, я здесь обсматривал места и забирал. У них все. Кстати, никого нету. Меня обманули? Так нету никого. Гля, меня обманули. Меня обманули. Там нужен Велерат. Велерада здесь я не вижу. Ясно. Обман, предательство, все подряд. Как всегда. А, кстати. Алмаз мне нужен. Алмаз. Я знаю, как одну карточку я подходил. Но она просила у меня что-то такое прям сверхъестественное. Типа я ей дал, что у меня было кольцо. Она говорит, нет, иди в сраку, ты что, шутишь, что ли? Так, а вот ты кто? Кого я вижу? Ведьмак! А ведь Да. говорили, что вы все вымерли. Не все. Кто?
кое-кто остался. Меня зовут Геральт. Я бы не хотел открывать свое настоящее имя. Рыцарский обет. Если хочешь, называй меня Патриком из Вейзе. Что ты Орден врешь? Пылающей Розы? Именно. Может быть, ты сможешь мне помочь? Посмотрим. В чем? Моя сестра. Мы нашли ее утром на постели. Она была без сознания. Кровь Ага. стекала из отметок клыков на шее. Это был вампир. Отметки клыков не всегда Она мертва. принадлежат вампирам. Эти точно принадлежали вампиру. А потом, через некоторое время, моя сестра исчезла. Должно быть, превратилась в кого-то, а потом Ну, то есть она сбежала. жива. Если она стала вампиром, мне придется... Прежде всего, я хочу, чтобы ты ее нашел и подтвердил наши подозрения. Ну, хорошо. А как я ее найду? Вы знаете, знаете Зигфрида этого? из Денесли? Так точно. А что с ним? Вроде его повышают или уже повысили. Не знаю, я с ним не разговариваю. А почему? Почему? Он сильно изменился. Многие из Ордена погибли на болотах от рук эльфов. А, Все, кроме него. Говорят, он провел 2 дня в трупе коровы. Что бы там ни было на болотах, но старый Эйк из Денесле, отец Зигфрида, не стал бы убегать от банды эльфов. Не судите его, если не знаете, господин рыцарь. Возможно, он собрал информацию о тактике Скоя Таэли, но какое это имеет значение, если у него пятно на репутации? Где он? Он тренирует рекрутов у стен Ордена в храмовом квартале. То есть... честью! Да заткнись, орешь так. То есть он проиграл и... Да? Сейчас я отсюда выйду. То есть он проиграл и прятался в трупе коровы. Это как можно прятаться в трупе коровы, я не понимаю. То есть Скайтейли выиграли, по сути. Хорошо, я найду твою сестру. Ты ее он сразу один. узнаешь. Ее лазурные глаза невозможно не заметить. Она стройная, красивая блондинка. Хорошо. А я видел посмотрим, такую. что можно сделать. Я видел такую. Ты что, не видел? Она постоянно, когда ты проходишь, бежит блондинка и говорит... я... чтобы я что-то ей предложил. И куртизан. Опа. или смотреть? Ну что? Приветствую тебя, беленький. Привет. Есть деньги? Будешь Есть. драться? Буду. Так, покажи, на что ты способен, лох. Я сейчас сделаю 40. Готов такое схавать, а? На 40. Будет интересная драка. Готов? По местам. Готов. Давно не дрались. Интересно. На. На. Кому бы тут заехать? На, как чисто на следует? контратаках. На Я тебе. тебе морду разобью. На. Просто на контратаках их разнес. Разнес его на контратаках. Как в ранние в ранние годы Мухаммед Али. Только беловолосый. Неплохо. Не стыдно проиграть беловолосому. Да, рыжеволосому Отстань, стыдно. Я уже руки поднять не Кому могу. бы тут заехать? Как... Так, следующий. Хочешь в драку, чужак? Мы деремся. Да понял, за деньги, за деньги. 10 всего, тот 40 предлагал. Ну давайте я на 20 разведу. Я тебе задницы надеру. Посмотрим. Да-да, надерешь и еще заработаешь. Да-да-да-да-да. Заработаешь ты себе Ну, попади! этот, как он называется, синяки под глазами на все лицо. На тебе. Просто вот легко и просто их бить. Кстати, бои здесь как бы, не знаю, они как-то не проработанные. Можно было что-нибудь поинтереснее придумать с боями. Ну, чисто просто бьешь, защищаешь, бьешь, защищаешь. Что там на одним ударом можно как бы убить. Нету вот этого вот азарта, что ты проиграешь. Ты обязательно выигрываешь. Твоя взяла, чужак. Забирай свои деньги и оставь меня в покое. Ну окей. Так, следующий. Когда-то я был непобедим. Меня называли Надеждой Белых. Не Да? уверен, что А почему я тебя белых? понимаю. У меня был потенциал. А теперь приходится ошиваться вот в таких выгребных ямах, как эта.
И все из-за одного единственного боя. Ты был Какого? воином? Боксером. Ношу Боксер? теперь капюшон, чтобы меня не узнали. У меня были сотни поклонников, женщин и золота. А Так, теперь... Что случилось? Сначала меня обманули судьи. Несли что-то об ударах ниже пояса. Можно подумать, у того парня вообще когда-то были яйца. Но меня дисквалифицировали. Ну и что? Но это было только начало моей трагедии. Я выходил на ринг снова и снова, пока... Пока надо было выходить еще снова и все. Пока что? Пока я не вышел на бой против Дайсона. День Это был типа Тайсон, жаркий. да? С залива дул прохладный ветер. Он надрал тебе задницу? Да. Один удар. Всего один удар. И я понял, что этот бой мне не выиграть. И я ушел. И я ушел, поняв, что жизнь — это не только бокс. То есть ты С тех проиграл пор я или ношу ты этот сдался? капюшон, чтобы никто меня не узнал. Он, походу, Ты сдался. после одного удара. Да. Нет, скорее это была своего рода духовная трансформация. Но тебя я запросто смогу победить. Как насчет ставки? 200 аренов. Мало. Давай 500. Давай 1500. Я буду участвовать. Ну что ж. На, бокс... Бля, увернулся. Он уворачивает. Ах ты, второй. сволочь. От второго не увернулся. Все, поплыл, смотри. На, с правой. Он правую пропускает. Левую нет, а вот... Левую не пропускает, а с правой вот на. А он уже все начал пропускать. Но видно, все, поплыл. После первого... Вот, видишь, левую он пропускает. Еще левую пропустил. И с правой. Смотри, на. А теперь все пропустил, и вон валяется теперь у ног. Слабак. Ты учился драться у Дайсона? Я Нет. ведьмак. И я победил. Выбирай, что хочешь. Так, а что можно? Я выбираю кусок метеорита, стали и рунический камень. И выбираю магический знак и рунический камень. Магический знак? Давай вот это первое. Золото. Золото всегда могу насобирать. Я А выбираю вот это нет. кусок метеоритной стали и рунический камень. Забирай и проваливай. Забрал и провалил. Страсть как... Давай этого пробьем. Приветствую тебя, беленький. Есть деньги? Это ж саламандра. Ракет давай. Это ж саламандра был, нет? Будет интересно. По местам. Ну и последний бой. Твоя мамаша сосет у краснолюда. Во-во, тебе блядь, морду понял. разобью. Это про тебя сказали. А ты и не знал, да? Сидишь здесь, дерешься. На. На. Два раза не получается ударить. Получается один раз, и дальше он бьет, и надо защищаться. Просто разнес. Да хорош. Деньги давай и все. Так, ну все здесь вроде бы, да? Задание взял. Так, здесь ты что-то хочешь? Нет. Ты иной. Здорово. 1 минуту, солнце. И я приму у тебя заказ. Я солнце. Вот такие вот официанты мне нравятся. Просто вот... Да, да. Просто взяла и солнце. Она знает, как привлекать людей к себе. Вполне, Кажется, видишь? Я люблю это место. Не помню точно что, Благословен но история, его конечно, дух. ничего. Все Вот жалуются так на бы флэш. всегда. Зашел в эту таверну, в кафе тебе. Я приму твой заказ через минуту, солнце. Все. Геральт, я рад тебя видеть. Ты что, Я не в том нажрался? настроении, чтобы слушать музыку. Поговорим позже. Ай, проблема заключается в том, что я обещал сыграть для всех этих людей. А у меня нет лютни. В таком А куда ты случае её у тебя дел? действительно проблема.
Геральт! Ты куда ее дел? Куда делась твоя лютня? Ах, длинная история. Не хочется рассказывать сухим горлом. Ах ты пес! Не, это ж я тоже буду жрать, да? И в итоге потом пойду шататься? что ж. Не-не-не-не, попозже. Попозже к нему подойдем. Типа сейчас вот шататься, просто ходить. Ну, такое себе. Так, что у нас можно сделать? Кстати, по метеоритным рудам, мне кажется, надо все собрать, что у меня есть. И подойти к кузнецу, если он тут есть. Здесь вроде бы есть. Да не тут. Где-то здесь должен был кузнец быть. Где кузнец? Я помню, что я ему что-то говорил. Так, а где кузнец? Я помню, что он был тут. Ты помнишь кузнеца? Я помню. Где-то тут. Что там? Эти ходят. Так, блять, я не взял алмаз. Короче, вот здесь, в ратуше. Давай пойдем алмаз смотреть. Зайдем к Трис, возьмем алмаз. Так, ты хочешь? Чудовище? Не хочешь? Ну ладно. Я к чему подхожу? Подходил я как-то какой-то белой, вот так одетой женщине. Она сказала, нужен коготь чудовища. Я такой, вроде у меня не было тогда. Сейчас вот я насобирал, у меня есть, а ее нету. Геральт, Здорово. Ты просила что-то про Ты говорила магические что-то про аномалии. магические аномалии. их могут вызывать различные события, но что самое важное, они могут стать причиной появления настоящего зла. Когда я чувствовала подобное в последний раз, вы с одной нам обоим известной волшебницей пробовали обуздать Джина. Тогда была уничтожена Она не половина рассказывает. города. Возможно, ты об этом не помнишь, но слишком многое на кону. Я ничего не помню. Мне понадобится твоя помощь. Эти побрякушки — магические сенсоры. Их надо разместить вокруг Вызимы. Тогда мы сможем найти источник аномалии. Ага. Смотри, какая крыса все-таки, а? Она даже не говорит имя чародейки, типа по книгам он с кем это делает, аж его любовь, типа Йеннифер. И она не говорит, чтобы с ним спать. Конечно. Дай мне сенсоры, и я обо всем позабочусь. Мой Геральт, он никогда мне не отказывает. А зачем еще нужны друзья? В купеческом квартале в стене Друзья. у городской Френд-зона. ратуши есть небольшая ниша. Второй сенсор установи в храмовом квартале у спуска в канализацию, а третий — на Вызимском кладбище. Мы создадим типичный треугольник Ратклифа. Ты Да? ведь знаешь, в таких случаях эффективнее всего треугольники. Не знаю. Откуда бы мне знать? Или ты скажешь, что я Пока. в прошлом был магистр наук? Сразу мой Геральт, и этот сразу... Ну, для чего еще нужны друзья, да? Для чего они нужны? Чтобы помогать и этого чпокаться. Во френд-зону сразу. Белобрысая где-то здесь была. Тебя сюда никто не звал, беловолосый. А я их... где она? Она же где-то вот приставала ко мне, такая белая, которую он хотел. Ну, чё уставились? Чё уставился? Ничего. Не контракты бы сдать, а нигде нету ничего. Так, покер с костями, прошлое. Разыскивается, роскошь. Так, мне... Ну давай на бал, что ли, сходим. На бал. На бал, бал, бал. Ба-ба-ба-ба-бал. Пойдем на бал. Бал в новом наркорте. Там 16 с лишним. Ну да, сюда. Хорошо, что догадались согнать их всех. Так что идем на бал. Это, я так понял, второй этаж, куда меня не пропускали. Сказали, приходи там позже или что-то такое. Так, пойдем. Вот он. Вот он, От вас одни страшник. неприятности. Господин Лео Арден просит Вот. вас составить Жуткие ему времена. компанию сегодня в 6 вечера.
6 вечера. Как я пойму, что сейчас 6 вечера? Давай поспим. Привет. Чем? Я хочу поспать. А еще мне нужен мой алмаз, который у меня здесь есть. Я алмазы сюда ложил. Вот, сапфир тоже подойдет, я думаю. Привет. Хотя я вроде Чем бы мы- алмаз говорил, что у меня есть. Мне нужно Нет, отдохнуть. Не двигаться. Так, 6 вечера. То есть это закат. Правильно же? 6 вечера. Итак, идем. На, попади. Так, пойдем. Все открыто, смотри, пошли. Опа. Так, а у меня что есть вообще? У меня ничего нету. А может здесь пить придется, а? Постой. Ща. Где? Где проход вниз? Знаешь, что Морден устроил на турнире? Это же бал, типа, может что-то... Мне с этим надо выпить, с Лютиком. Ты иной. Подожди. Интересно. Чтоб я сразу... Куда ты делся? Вот он. Привет. Чем? Короче, после бала сразу же пойдем бухать. Лютиком. Да? Да. Это что такое? Селитра. Да, селитра нахерачимся. Так, вот. Ну, этого, я думаю, достаточно, чтобы с Лютика распить. Сейчас не буду, потому что мне там надо дела сделать. Сейчас я поговорю с Лео Арденом, вернусь сюда, напьюсь с Лютиком, пойду сапфир дам. Опа. Гля, у него жопа открытая. Ну вот мы и на месте. И перестань хмуриться, все будет хорошо. У тебя Меня жопа что-то бок открыта. побаливает. Может, вернемся к тебе и проверим, нет ли внутренних повреждений. Этим мы займемся Сука. после приема. Да ладно, Геральт, не так все плохо. Давай общаться. Ага. Жоп... У тебя жопа открытая, жопы у тебя нет. Качай трис в жопу. Я же говорю, нету. Так, а где? С кем общаться? Здесь все зеленые. Со всеми общаться? Не могут же все. Возьми, должен. Так, Веди себя так. Мои просто послушай. Как много гула. Я слышал, цены будут расти. Так, идем сюда. Гля, здесь можно ворнуть что-то. Так, это что у нас? А это что? Это фосфор. Бля. А ты что тут делаешь? А Искал ты что сортир. тут делаешь? В этом сундуке? Да. Ты что, не знал, что я в сундуки хожу? У вас еще туалеты не придумали, я сру в сундук. Пошел Не отсюда, твое сука. дело. Пошел отсюда. Да как ты смеешь? Ты знаешь, кто я такой? Да мне Не насрать. знаю. Зато я знаю удар, после которого у жертвы остается одно ухо, одна щека и только половина челюсти. Многие после такого выживают, но игра на флейте — одно из многих удовольствий, которого они будут лишены до конца жизни. Пожалуй, мне пора. Ну вот иди. Сука, Боров сраный, с колокольчиком на... Лучше я уеду в отпуск в Париж. А ты что со мной ходишь? Я здесь ворую, как бы не видишь, что ли? Знаешь, что Морден устроил? на Если ты турнире? что-нибудь скажешь, я скажу, что ты мой пособник. Расскажи. Мы приехали на лошадях. А можно закрыть ее здесь? При броне, все вычищено, все вылизано. А Морден Не взялся за передадите ли мне вишневку. вон ту тарелку? Сжал бока Не коня. передам. Пепел Сама иди. старой Уизины Добро еще пожаловать дымится, на королевская Лев. Опа. Ведьмак Геральт из Ривии. И, как Да. всегда, очаровательная Трис Меригольд. Добро Жопою. пожаловать. Светящейся жопой, да. Благодарю, что пришли. Здесь почти все, кого я пригласил. Ага. Посмотри на этот зал, ведьмак. Ты увидишь, что тут представлено все королевство. Да там не Любой, пару у человек. кого есть власть, был приглашен сюда. Спасибо Зачем? за приглашение. У тебя есть Поговорим власть, а ты позже. что молчишь? Простите меня, но я должен вернуться к своим обязанностям хозяина. Поговорим попозже. Ну иди в сраку, понял? Тюль уже вышел из моды. Какой тюль? не думайте. Познайте чума.
Геральт, позволь представить тебе Ипата Велерада. Мне очень приятно. Приветствую, ведьмак. Я ж стал Давно невидимый. не виделись. Велерад — правая рука короля Фольтеста. Госпожа Чуть ниже Трис камеру. весьма добра, Было бы замечательно. но мы тут все свои, к чему формальности. Если хочешь открыть фабрику, магазин или убить монстра, или попросить о чем-то короля, в первую очередь надо идти ко мне. Я запомню. Простите, Ипат, но нам надо поздороваться с другими гостями. Да дай ты мне поговорить с ним. Так, ты кто? Ля, нажранный. Уже нажранный. А ты чё молчишь? Ясно. Геральт, можешь познакомиться с Талером. Талер? Здесь? Ну я его Доброе знаю. утро. Позвольте представить моего хозяина, благородного Эркина фон Бланта. Кому ты Приветствую, Милсдар. чешешь? Ты Эркин глава принял обет разведки. молчания и поэтому не может нам ответить. Вам, наверное, интересно, какова причина его визита? Вот Нет. уж действительно. Он принес в своей жизни много клятв, одна из которых — защищать королевскую семью. Увы, по неизвестным нам причинам принцесса Адда не слишком его уважает. Но, увы, клятвам нужно следовать, несмотря на обстоятельства. Для А какова сказочника. твоя роль в этом? Думаю, его клятвы на тебя не распространяются. Он позволил мне говорить от его имени. Я служу при нем советником. Конечно, Да, не будем тебя беспокоить. Пойдем, Геральт. А это мне не говорит, кто он. Ля ты крыса, а? Политика меня не Веди себя интересует. прилично. Исчезни, выродок! Ты чё такой злой? Веди себя... Госпожа, позвольте представить вам чародейку Трис Меригольд и... И... Я знаю, кто Он это. так, знаешь, как у этих Мы ведь фильмах. знаем друг друга. Ты кто Не такая? так ли, ведьмак? Вообще, Можно сказать первый и раз так, вижу. принцесса. Да. Принцесса. Я действительно принцесса, хотя я не всегда чувствую себя таковой. Так много обязанностей. Ты себе не представляешь, ведьмак. Да? Почему ты так на меня смотришь? Да так, Тебе не ничего. нравится мой наряд? Ну, пойдет, наверное. Да пойдет. Вроде все закрыто. Так, Простите, давай так. госпожа, но даже Типа, знаешь, лучшие мы наряды меркнут в сравнении с вами. Сливки Следи общества. за тем, что говоришь, Ты мутант. чё, сука? Тихо, Пошел Дэвид. нахуй отсюда. Это был комплимент. В натуре, Я сама блядь. буду решать, оскорбил он меня или нет. Ваше Да. высочество, он выродок. Молчи, А ты Дэвид. кто? Это Девственник. называется утонченность. Можешь идти. Вот именно, Ты пошел отсюда. знаком тут уже со всеми важными персонами, ведьмак? Мне надо Конечно. поговорить с Лео Варденом. Будь Иди. осторожен, люди могут попытаться вытащить из тебя информацию. Из меня? Я обычный ведьмак. Будь начеку. Тут у каждого слова есть политический подтекст. Да? Давай, короче, во-первых, вот с ним поговорим. И вот с теми поговорим. Он со мной вообще не разговаривает. Давай с этим. Говори свободно, Геральт. Только никакой политики. С меня Хорошо. уже достаточно. Давай Не бойся, тогда я про хотел контракты. поговорить о принцессе. Я же сказал, никакой политики. О А при чем здесь каком? Дьявол тебя забери. Надо было просить что-нибудь покрепче. Ладно, спрашивай. У принцессы бывают странные сны. Откуда, черт возьми, мне знать? Я Ну, уже ты-то, давно не ну, разговаривал с допустим, Аддой. да. Рядом все время ошиваются эти ублюдки из Ордена. Может быть, странное поведение? Геральт, ты на волосок от того, чтобы тебя обвинили в измене. Велерат, я спрашиваю не потому, что хочу получить какое-то влияние, и не из-за своего извращенного любопытства. Да? Насколько я знаю, наша милая принцесса абсолютно нормальна. Ну, физически, по крайней мере, с головой-то она не слишком дружит. Она агрессивна. Полоумная. Чем ты обеспокоена? Она бывает агрессивна, но это вполне нормально для такой испорченной девицы. Я не знаю, она... Какая? С моей точки зрения... Да говори ты уже. Ей нужен нормальный мужик,
который нормально бы ее трахал. Ты Мне пора, увидимся. Так иди. Вакансия ж походу открыта, раз она такая. Раз нормальных не трахают. Иди попробуй. Так, ну только в тюрьму не засади. Ада выглядит Так. просто божественно. Хотя на мой вкус она слишком... Ну вот так. Так, выпить можно. Ну давай. Хотя я это, кстати, на лютика беру. Так, что есть? Риданский вот этим давай. Что не так? Давай такое. Да ты, блядь, что, не жрешь, что ли, такое? Алло. Он не жрет. Он не хочет. В смысле ты не хочешь? Тебе что, вина подавай? У меня вин нету. У меня есть такая херень. Иди нахуй. Я тебя сейчас приду. Ща я свои сундуки все распотрошу. Секунду. И... Сука, жирный. Встал, блядь, пройти невозможно. Сейчас я ему, блядь, дам. Средний алкоголь пойдет? Милый. Привет. Чем? Отстань. Просто мне дай мой средний алкоголь. Что у меня здесь есть? У меня есть Баклерс Белый. Так, 6 штук. Ага, 6 штук, все. Так, дальше что есть? Дальше есть Тусенская красная. И Баклерская белая. Давай белая. Белая никто не жрет. Во. Так, ну это ж сюда пока. И это. А то места нету. Пойдем наверх. Вот приходится, чтобы нажраться, вот что-то давать свое, а? Свою выпивку не носите. Я к чему? Просто когда ты что-то с кем-то напиваешься, тебе что-то за это дают. Но он не хочет жрать обычное, он хочет жрать, наверное, вот такое, да? Ну, конечно. Сливка общества, сука. Подавай ему вина, блядь. Все, меня понесло. 2 бутылки я в усосе. 3 бутылки. 4 бутылки. Сука, какой, блядь, ты ж был нажранный. 5 бутылок. Все. Хошь. Проклятие. Я пьян. Заговорил, сука. Я нарушил клятву? Да. Я поклялся на цапле. На какой? Хватит глупостей. Талер нанял меня, чтобы я инкогнито пробрался на бал. И ты облажался. Давай без цен, пожалуйста. Я дам тебе специальное кольцо Дома ночи. Скидка 50%. Пойдем. Красавчик, откуда у тебя кольцо? А теперь я, блядь, пьяный. И к кому мне подходить? Давай к этому подойди. Выродок. И тебе сейчас рожу набью, сука, тупой. Ишак. Так, блядь. Пойдем к Талеру, скажем, что он вот такой вот козел. Хотя нет, пойдем вот к этой. Заявимся Ведьмак, пьяный. Подойди. Подошел. Давид, налей мне вина. Вон у того пажа в другом конце зала. А потом подойдешь и мой хуй на, Теперь понятно, мы можем возьмешь? разговаривать свободно. Давай. Я отправила Девета подальше. Геральт, Да он сейчас нальет. расскажи мне про ведьмаков. Только избавь меня от разговоров об этом вашем кодексе. А что ты хочешь узнать, госпожа? Каковы ваши взгляды на политику? Для меня политика Никаких. это как мимолетное свидание с любовником. Ты согласен? В смысле? Я впечатлен вашим сравнением, вы никогда не пробовали заняться изящными искусствами. Ну давай вот так. Я впечатлен вашим сравнением. Вы никогда не пробовали заниматься изящными искусствами, ваше высочество? Я вынуждена изучать всякую чепуху. А но ты от чё книг мне хочешь? скучно, как и от поэзии по большей части. Да? Согласен. Книги — это для зануд. Неважно. Вернемся к нашим любовникам, бродящим по этому залу. Понимаешь, Ну? ведьмак, политика все же чем-то похожа на роман. Все начинается с заигрываний, взглядов, разговоров. Взгляни хотя бы на эту чародейку рядом с Леоварданом.
Ну? Танец все больше напоминает прелюдию. И... ну, ты сам все понимаешь. Похоже тебе на надо нашего от меня? благородного Эркина и его придворных подхалимов. Потом Скажи человека прямо. охватывает страсть, непреодолимое желание совокупляться, грубо, подобно животным. А в конце концов я остается в ахере. печальный рутинный процесс, лишенный и романтики, и страсти. К примеру, Велерат и Девет. Простите меня, ваше высочество. Закашлялся. Мы ведь Что ты взрослые хочешь? люди, Геральт. И мы оба знаем, чего взрослые люди хотят друг от друга. Она предлагает Джохан-шпохан, а я-то думаю, что она там завуалировала? Какие-то политики, какие-то там рутинные процессы, какие-то совокупления, блядь. Ты прямо скажи, хочу ебаться. И все. Все. Никаких намеков. Я вот, например, намеков не понял. Так, ну давай. Давай. Политика и секс сводятся к одному. Давай. Поиметь остальных. Смешно, Могу да? я задать вопрос? На самом деле нет. Продолжай. А как к этому относится король? Я имею в виду в политической сфере, конечно. Скучный вопрос. Я выросла голодной, а на этом пиршестве и посмотреть не на что. Я Плане. устала от язычков куропаток и икры. Больше Ебать. всего я хочу... Придумала. Если ты правильно угадаешь и принесешь мне то, что я хочу больше всего, я отвечу на твой вопрос. Че, я тебя что, мальчик на побегушках, что ли? Иди и скажи, блядь, что ты хочешь, и тебе приготовят. Я Ну сейчас иди в сраку, сейчас вернусь. Че мне сделать? Ну давай подойдем, потом к ней подойдем. Исчезни, выродок! Пошел в сраку. Так, ты Я давай. предпочитаю традиционные. Здесь Ты. не только этот краснолют обманщик. Они пригласили еще и реданского Прости, шпиона, Геральт. ведьму Говорить и с мутанта. Лео Риданского шпиона, Талер. С тобой только не разговариваю. Наслаждаешься? Да. Еще как. Мало еды, негде сесть, и все обмениваются банальными фразами. Ну, К тому же я не единственный, кто сказал не бы. вовлечен ни в одну интригу или тайный союз. Пришло время для новых обычаев и традиций. Думаете, лучше показать Нильфгаарду, что мы варвары? Что мы путаем вилку с гребенкой? Знаем только одно — как пировать, напиваться, орать похабные песни и шлепать Да. служанок по задницам? Да, Извините, да. но как осколок прошлого я очень привязан к старым обычаям. Новые мне никогда не нравились. Но не вешай мне лапшу на уши. Кто ты и зачем ты здесь? Я патриот. Все делаю на благо королевства. Говори прямо. Да ты же знаешь, ведьмак. Краденого Талер. Пройдоха Талер ничего за бесплатно не делает. Скупщик краденого Талер — мерзавец, которому вряд ли понравится, если в храмовом квартале узнают, что он то и дело трется среди сливок высшего общества в Изиме. Пусть. Скажу тебе, дружок, тут завязывается такая драка, что пощады никому не будет. А побежденных вороны будут клевать. Тебе придется сражаться за новый порядок, мой анахроничный друг. Или против. Мы будем сражаться за традиции и обычаи, наше имущество и наших баб. Против кого? Ну, Кто тут сука. такой плохой? Ебать, Кто у нас баб офигеть, хочет он украсть? там просто берет Обманывать и тебя не буду. Ты свой человек, и у лапшу нас на общее уши дело. вешает. Так скажу, как есть. Пока не знаю. Но когда узнаю, настанет час меча и топора. Кровь будет течь по улицам, и для твоего нейтралитета, дружок, попросту не останется места. Как бы я тут при чем? Причем здесь мой нейтралитет? Так, а давай Этот ты это. Девет. Кто он и что тут делает? Этот нильфгардский пес всего лишь пешка. Понятия не имею, с какой стати Адда его так долго терпит. Объяснись. Как и большинство рыцарей Ордена, он комплексует по поводу размеров своего перца. Поэтому он становится невероятно агрессивным каждый раз, как что-то его пугает. К тому же, он ведь нильфгардец. О нашей принцессе можно разное говорить. Но она ведь не настолько глупа. Возможно, принцесса ведет свою игру. Несомненно, но она могла бы осторожнее выбирать союзников. В отличие от шахмат, в этой игре на кону жизни. Я боюсь, что кто-то ее использует. Я знаю, кто проверял. Проверяла принцесса, мне кажется. А этот... Лео Ваарден каким образом связан с этими переменами?
Я бы хотел, чтобы Эркин лично встретился с ним. Его намерение для нас абсолютная загадка. А кто такой Эркин? Для меня тоже. Правда? Что ты имеешь в виду? Твоя подружка, кажется, очень неплохо ладит с Лео Ваарденом. Да? Для двух малознакомых людей у них находится слишком много тем для разговоров. Сам посуди. Я доверяю Трис. Ты знаешь ее лучше, чем я. Но не говори потом, что тебя не предупреждали. Что касается Лео Ваардена, мне удалось выяснить, что он является членом некой международной организации купцов, банкиров и прочих богачей. Короче, ясно, долбоёб. Так, а кто ты на самом деле? Да я знаю, кто он. А почему ты так беспокоен, мой нейтралитет? А почему тебя так беспокоит мой нейтралитет? С какой стати ты из кожи вон лезешь, лишь бы затащить меня в игру, которая меня не касается и не интересует? Эта игра касается тебя даже больше, чем ты можешь вообразить. Или ты хочешь сказать, что тебя не интересует конфликт между Белками и Орденом? Или Нет. ты хочешь сказать, что тебе все равно? А как Да. насчет твоей полюбовницы, Трис Меригольд? Да вообще насрать, что она там хочет. Я хочу уничтожить Саламандр. Это моя единственная цель. У Саламандр есть покровитель. Либо кто-то из присутствующих здесь, либо кто-то из тех, о ком здесь говорят. Ты по уши увяз в этом, Волк. Нравится тебе это или нет? Прошу прощения. Пока. Поговорим об этом позже. Так, ты с тобой разговаривал вроде, да? А, ну да, я с ним разговаривал. А это ж ты не знаешь, какой... Да? Политический вопрос. Нет, Ты политический не не знаешь, хочу. какое у принцессы любимое блюдо? Эта тема не кажется мне неприятной, неинтересной. Почему? Найди мне чего-нибудь покрепче, тогда поговорим. Договорились. Да есть у меня покрепче там средний. Вот это тебе достаточно тут набрал. Неплохо, но недостаточно крепко. Че, херел? Тебе что, водяру прям нужно? Ля какой? Сука, только водяру ему жрать. На. Вот. Намного лучше. На. Значит, слушай. У принцессы было тяжелое детство. Теперь ей Головой очень его нравится уронили. практически сырое мясо с кровью. Мы стараемся об этом не распространяться, ведь некоторые еще помнят. Понимаю. Еще что-нибудь? Думаю, Талер недоволен тем, что его разведчикам приходится рыскать по всему королевству, выполняя ее капризы. Я слышал, они очень дорого стоят. Спасибо за помощь. Ну то есть к Талеру надо подойти. Но я ж только от него. Где он, кстати? Где Талер? Талер. Вон он, да? Это ж он? Вы так ходите туда-сюда, хер вас найдешь. Гера? Короче, я хочу там... Ты не в курсе, какое у ее высочества может быть любимое блюдо? Нам ведь положено знать такое дерьмо. Сам понимаешь, мы тайные агенты, люди тени. Я сам раскололся. Что это за блюдо? Принеси мне письмо из соседней комнаты. Оно в сундуке с гербом Тимерии. И смотри, я его чтобы забрал. тебя никто не видел. Но... Тогда я тебе скажу, чем Ада любит лакомиться. Так я забрал уже. Как все прошло? У тебя есть письмецо? Да. Спокойно. Вот письмо. Из тебя мог бы выйти отличный агент, Геральт. Да? Я преувеличил. Из тебя такой же шпион, как из козьей жопы. Давай выкладывай. С козьей жопы хороший, Какое может, у ее шпион может быть. высочества любимое блюдо? Котоблепосы. Что? Некоторое время назад объявился в Изиме один маньяк, на тебя уж дюже похожий. Ну? Заявил, что нет на свете ничего вкуснее, чем правильно приготовленный котоблепос. Шутишь? Ничуть. С тех пор мои люди начали тайную охоту на котоблепосов. Не представляешь, сколько это мне стоит. А ты типа за свои деньги, а не за королевские? И как же нужно готовить это мясо? Это уж забота Ипата. Я отвечаю за ну, доставку сырое. котоблепосов. А как его готовить? Сырое. Так, сырое котоблепос. То есть ей надо принести. А чё, как его, где его найти?
Так, где это задание? Нет, это не оно. Так, мне нужно поговорить с Зигфридом. Зачем? Зачем? Мне на... точно, точно. Так, во-первых... попозже, ведьмак. А ты? Геральт, Это очень важно, Трис. что происходит? Я думаю, у Адды есть важная информация. Правда? Да. Эта испорченная маленькая... Да ладно. Не. Она хочет Катаблепаса, желательно с кровью. Шутишь? Трис, пожалуйста, Шутишь? можешь кого-что Ты для что? меня Да? наколдовать? Ты кого-то Это первый очень раз здесь. непристойно колдовать на приемах. Я Да отвлеку ладно. внимание. Пожалуй, я лучше справлюсь сама. Ну? Ты очень палевно это сделала? Получилось. Стейк из Катаблепаса. Принцесса его любит. Спасибо, Трис. Кстати, Геральт, а ты знаешь, что я могу наколдовать иллюзию оргазма? Я, пожалуй, предпочту традиционные методы. Вернусь, как только разберусь с Адой. То есть, она знает. Она еда предлагает скоро на нее закончится. типа наколдовать это. Но он сказал, что я сделаю традиционное и скоро вернусь ей. Серьезно? Или она что-то о другом? Ладно. У тебя есть что-нибудь вкусненькое? Конечно, есть. Стейк-тартар из Катаблепаса с кровью, перцем и сырым желтком. Ты знаешь, как сделать женщине приятно. Для меня Действительно. честь служить вам, ваше высочество. За это я дарую тебе личную аудиенцию. Приходи в мой альков через 5 минут. Помни, мы будем заниматься политикой. Она так похожа на роман. Так я принцессу жухать пойду. Так, а ты Нет, я пойду жухать сам. Какие иллюзии? Все надо делать прямо. Пойдем. Пойдем. А ты не подслушивай. Блять, закрыть. Закрой дверь. А дверь будет закрыта, или мы на виду у всех будем? Ну, наконец-то. Займемся политикой. Только Да? тихо. Нас не должны услышать. Ну, это от тебя зависит. Так, обещала мне ответ на вопрос. Давай. Какие вопросы? Как прикажете. Еще бы. Еще бы, да. Кто еще может принцессу чпокать? Кроме как Геральта, да? Да что ты тебе еще ничего не делали. Бля, он трясется. Он хочет оттуда уйти, от этого позора. Ты видел все, я Геральт, тоже видел все. Я поговорила с Декланом по поводу тебя. И? Тебе тоже надо с ним поговорить. Внимательно слушай, что он тебе скажет. Что он такого скажет, что на это стоит тратить время? Не руби с плеча. Он сделает тебе предложение. Мне кажется, тебе стоит согласиться. А не используешь ли ты меня просто как один из своих инструментов? Ты и твои инструменты. Блять, она видела. Ну я же говорил, дверь надо закрыть. Она не закрыла дверь, в итоге все видели все. А вдруг там 5 минут было? А вдруг меня сейчас будут все поносить, что я вот такой вот взял, а не и 5 минут. Геральт 5-минутка. Вот так вот по всему королевству и будут. Эта вечеринка тоже кажется скучной. Ну да. Давай. Тебе эта вечеринка тоже кажется скучной? Можешь придумать занятие поинтереснее? Да я уже придумал. Дома, Геральт. Дома. Да здесь пойдем, вон комната есть. Каждую давай поведу в комнату. Закрыто, смотри. Ля, закрыто. А я думал с этим, да, поговорить? Давай. Я рад, что ты пришел. Я хочу тоже. поговорить с тобой. В чем дело? Как говорится, враг моего врага — мой друг. Звучит банально, но очень правдиво. Как говорится, почему у тебя пол лица Геральт, я тебе настоятельно рекомендую сменить тон.
Выслушай Герали. то, что тебе скажет Деклан. Иди Дай-ка я отсюда. угадаю. Вам нужно, чтобы кто-нибудь сделал за вас грязную работу. И вы подумали, что наивный ведьмак с амнезией для этого отлично годится. Абсолютно верно. Склерозник. Ты поможешь нам уничтожить Саламандр? Ведьмак с деменцией. Давай. Я помогу, но это не означает, что мы с тобой стали друзьями. Великолепно. Все так, как вы слышали. Как и любому другому тайному сообществу, Саламандрам нужно золото. Физштех – самый прибыльный товар из всех. Наши шпионы обнаружили еще один лагерь Саламандр в болотах. Там они собирают Так я уже там всё которые сделал. потом переправляют в другой тайный лагерь. В храмовом квартале, в Визиме. И там все Опять сделал. болота и трущобы. Просто прекрасно. Да ты уже там все Мы сделал. всецело полагаемся на твои способности в том, чтобы обнаружить и уничтожить оба лагеря. Если ты найдешь там какие-нибудь бумаги, улики, которые помогли бы нам в войне против них, возвращайся ко мне. Так точно, командир. Рядовой ведьмак к исполнению боевого задания готов. Оба лагеря новые, они вряд ли хорошо защищены. Легкая работа для тебя, ведьмак. И, тем не менее, не забывай, что саламандры легко перебьют любой отряд людей. Понятно. Значительно проще пожертвовать одним ведьмаком. Я Да ты вернусь, достал когда душить. добуду улики. Приходи Тушнила. ко мне завтра, если понадобится помощь. И возьми этот свиток с рецептом. Трис достала его специально для тебя. Что там? Ну-ка, ну-ка, что за рецепт? Что за рецепт? Так, рецепт... О, а что это такое? Так, восстанавливает некоторое количество потерянных пунктов здоровья. Отлично, отлично. Так, ладно. Да не закрывай дверь, закрывать надо было раньше. Короче, на этом закончился прием, да? Отжухали принцессу, она довольная ушла, ее нету здесь. Этот предложение сделал. Короче, все как обычно. А на этом мы закончим. Подписывайтесь на канал, на паблик, на телеграм, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем до встречи в новых видео.